Друзья, привет! Я знаю, сейчас много информации о Димаше, есть много разных новостей, известия приходят, и за этим всегда очень интересно наблюдать. Да и вообще все время, которое мы следим за творчеством Димаша, я стал замечать, что все известия, которые доходят до нас, вызывают небольшой взрыв эндорфина, в отличие от других новостей. И новостей же много бывает в мире, и часто бывает, что от новостей расстраиваешься, но с Димашем такого не бывает. Все новости от Димаша очень позитивные, быстро поднимают настроение, поэтому я иногда говорю, что Димаш — это лучший антибиотик от всех болезней, особенно от плохого настроения. И вот сегодня я тоже хочу поднять вам настроение, потому что поступают интересные новости от Димаша, ну а я с большим удовольствием хочу ими с вами поделиться. Вы все знаете, что у Димаша на днях был юбилей, причем юбилей не только у него, но и у миллионов его поклонников по всему миру. И вчера вот стукнуло 5 лет, как поклонники Димаша обрели свой уникальный, хотя уже сейчас можно сказать не просто уникальный. Сейчас все хотят быть Дирс. В общем, Димаш опубликовал поздравления Дирс с юбилеем, и некоторые его поклонники предположили, что сейчас он может быть в Москве. Чтобы в этом разобраться, давайте вместе подумаем, а что же Димаш может делать в Москве, в студии? Что Димаш мог бы делать там? Если подумать, у него намечается серия концертов, и, возможно, Димаш готовит новую песню для концерта. Если мы вспомним, с кем Димаш обычно работает в Москве, то сразу первое имя — это Игорь Яковлевич Крутой. Очень интересно. Для начала я провел небольшое исследование. Я побывал в интернете, погулял по инстаграму Игоря Яковлевича, посидел в гугле, и пока что я ничего вот такого не обнаружил. Ну, не знаю, может быть, действительно Димаш в Москве и просто в другой студии, но мы же знаем, что он не работает с другими композиторами, кроме Игоря Крутого. В общем, либо Димаш в Китае, либо вся работа сейчас ведется в условиях строгой секретности. А это значит, что скоро нас ждет большой сюрприз. Кстати, и в том и в другом случае мы ничего не теряем, мы просто знаем, что нас ждет что-то интересное. А это значит, что можно с предвкушением зайти на канал Димаша или Spotify и послушать что-то, что вам больше всего нравится. Например, песню Fly Away. В общем, друзья, подтверждения информации о том, что Димаш в Москве, пока что нет, но ощущение того, что Димаш готовит для нас сюрприз, не покидает. Так что будем ждать.